Приносит ли дисциплина успех или выгорание? Здоровье или болезни? Счастье или депрессию? Включите телевизор, откройте браузер, почитайте книги. Вы будете сокрушены объемом информации о том, что дисциплина – это хорошо, что она сделает вас успешным, здоровым, счастливым человеком. Только благодаря дисциплине вы сможете чего-то добиться. Сходите к психологу, он будет вам затирать, что заставляя себя делать что-то, что вам делать очень не хочется, вы измените свою жизнь. Вы станете лучше. Это неправда. Вернее, только малая толика правды. Ваша дисциплина помогает окружающим вас людям. Вас же она превращает в уставшего, больного человека. Вы считаете, я преувеличиваю? Давайте я вам расскажу, как работает наша нервная система. И вы сами поймете, когда и сколько дисциплины вам поможет, а когда она нанесет вам только невосполнимый вред. Если отбросить героическую и романтическую чепуху, то что значит фраза «будь дисциплинированным»? Вы должны услышать: делай то, что тебе не нравится, то, что доставляет тебе боль и страдания, для того, чтобы окружающие получили удовольствие. Что, я не прав? Эту фразу никто не произносит. Вам рассказывают о людях, которые добились высоких результатов. Это все потому, что они упорно трудились. Упорный труд и дисциплина не имеют между собой ничего общего. Здесь мы имеем типичную ошибку выжившего. А давайте посмотрим на дисциплинированных людей, не добившихся ничего. Точнее, добившихся язвы, стресса, депрессии, выгорания. Почему вообще возникло определение дисциплина? Как я уже сказал, существуют вещи, которые делать очень не хочется. Но делать их нужно. Кому нужно? Вам? Спросите себя и ответьте себе, только честно, а действительно это мне нужно? А почему вам это не нужно? Да вы испытываете дискомфорт, думая об этом. Вам кажется, что это душевный дискомфорт. Это дискомфорт физический. Где-то колет, где-то давит, где-то сердце колотится или подташнивает. И так происходит каждый раз, когда вы думаете о вещах, которые вам не хочется делать. Именно этот дискомфорт вы и не хотите. Именно без этой боли вы прекрасно можете обойтись. И когда вы дисциплинируете себя, вы заставляете себя вновь и вновь испытывать эту боль. И только от интенсивности этой боли зависит, как долго вы сможете насиловать себя дисциплиной. Если дискомфорт очень выраженный, то вы будете всю жизнь откладывать, но так и не возьметесь за эти вещи. Если дискомфорт смутный, непонятный, то вы с энтузиазмом возьметесь себя дисциплинировать. Но с каждым днем ваш запал будет уменьшаться. В результате возможны три варианта развития событий. Первое. Вы будете периодически бросать и начинать вновь, пока в конце концов навсегда не откажетесь от попыток себя дисциплинировать. Второе. Вы будете стараться, постепенно выгорая. Для стимуляции вы будете искать мотивационные формы, слушать успешных людей, внушать себе, читать мотивационные книги и так далее и тому подобное. В результате вы все равно сдадитесь. И третий вариант. Вы будете продолжать, несмотря на утомление, истощение, депрессию. Параллельно вы будете накапливать в себе хронические болезни. И как результат ранняя преждевременная смерть или инвалидность. Я не утрирую и не преувеличиваю. Для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе, я все разложу по полочкам. Для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе, я все разложу по полочкам в этом видео. Чуть позже. Также вы можете прочитать о принципах работы нашей нервной системы в книге «Медицина, которой нет». Так что, выхода нет? Нет никакой возможности добиться своей цели? Ведь вы этого очень сильно хотите. Можно, но дисциплина здесь абсолютно ни при чем. Люди, добившиеся выдающихся результатов, добились своего не за счет дисциплины, а за счет того, что они получали огромное удовольствие от процесса. Удовольствие от процесса, а не дискомфорт от дисциплины. Это очень большая разница. Почему это происходит? Какие скрытые механизмы лежат в основе нашего поведения? Почему дисциплина – это путь к болезням? Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я рассказываю о прикладном значении этой модели. О том, как знание принципов работы нервной системы
помогает стать здоровым, энергичным, успешным и не испытывать боли и страданий. Добиваться поставленных целей, но не насиловать себя дисциплиной. Почему я утверждаю, что дисциплина равно болезни, равно смерти? По нашим нервам не течет успех или неудача, лень или трудолюбие, мотивация или дисциплина. Нет, только электрические сигналы, которые мы привыкли называть нервными импульсами. Чем больше электроэнергии поступает в головной мозг, тем больше он способен сделать. Тем более мы энергичны, тем больше у нас сил. Генерируют электрические сигналы рецепторы. Это они преобразуют все виды окружающей энергии в электричество. Рецепторы могут брать энергию от внешнего мира или внутреннего состояния нашего организма. По этому признаку рецепторы делятся на внешние и внутренние. Но увеличение сигналов от нашего тела – это боль. То есть для того, чтобы мы могли жить, думать, действовать, мы должны взять энергию или из окружающего мира, или у своего организма за счет боли. Дисциплина – это путь энергии боли. Ну а что в этом плохого? Ведь это тоже электроэнергия. В количестве вырабатываемой энергии. Да, боль может дать нам энергию, но для этого нужно, чтобы изменился физический и химический состав нашего организма. А это возможно только в случае, если мы приложим энергию для этого изменения. То есть внутренние рецепторы могут дать энергию, но вначале ее нужно туда вложить. Значит, коэффициент полезного действия этих рецепторов гораздо меньше, чем у внешних рецепторов. А откуда мы возьмем энергию для этих изменений? Да только от внешних рецепторов. Получается, что энергия от внешних рецепторов пойдет не на работу нервной системы, не на нашу полноценную жизнь, не на наше счастье, а на подзарядку болевых участков для работы внутренних рецепторов. Теперь становится понятно, почему каждый раз после стресса, негативных эмоций, дисциплинарных потуг мы очень сильно устаем. Даже больше, мы постепенно полностью истощаемся. Если мы вовремя остановимся, то мы просто бросим начатое, жалуясь себе и окружающим, что у нас нет силы воли. Вы себя этим спасли от полного истощения. Поэтому не нужно оправдываться и корить себя. Если мы начинаем всячески себя мотивировать, то мы даем себе дополнительный запас энергии. И тот процесс, который я сейчас описал, становится чуть дольше. Но и в этом случае, чтобы спасти себя, вы прекращаете истощать себя дисциплиной и приложенным к ней дискомфортом. Если же у вас невыполнение обязательств дает еще более выраженный дискомфорт, чем дисциплинированность, то вы продолжите себя мучить дисциплиной, чтобы не страдать от боли от невыполненного долга. Мне жаль вас. Вы находитесь между Сциллой и Харибдой. И то, и другое убивает вас. Именно эти люди умирают в молодом возрасте, сгорают на работе. И через несколько лет о том, что они жили, вспоминают только ближайшие родственники. Эти люди не добились ничего настолько значимого, чтобы о них помнили. Теперь вопрос. А оно того стоит? Вы все еще хотите стать дисциплинированным человеком? Не имеет значения, о чем речь. О создании собственной империи или изучении иностранного языка. Я нарисовал достаточно мрачную картинку. Это значит, что вы находитесь в безвыходной ситуации? Ничего нельзя достичь? Это карма? Да, если вы будете двигаться этим путем. Путем дисциплины и насилия над собой. Я рассказывал вам о работе нервной системы для того, чтобы вы поняли, что нужно идти другим путем, путем, дающим вам энергию и счастье. Нужно выбирать цели и способы их достижения так, чтобы они не требовали от вас усилий на преодоление собственного физического дискомфорта, своей боли, чтобы вы были счастливы на этой дороге. Подробно этот алгоритм я расписываю в видео «Как правильно ставить цели». Ссылку я оставил в описании. Иначе это видео будет бесконечным. А можно ли избавиться от энергии боли и получать заряд бодрости только от внешних рецепторов? Да, конечно, можно. Ведь внешние рецепторы всегда работают. Уничтожить их или уменьшить их производительность практически невозможно. Тогда зачем мы используем энергию боли? Просто. В результате перенесенных травм и болезней нервные импульсы начинают проходить по нервным волокнам с большим электрическим сопротивлением. И энергии внешних рецепторов становится недостаточно. И организм вынужден подпитываться альтернативной энергией боли, энергией внутренних рецепторов. Необходимо уменьшить электрическое сопротивление нервных путей,
пустить нервные сигналы по пути наименьшего сопротивления. Для этого почти 20 лет назад был создан физиотерапевтический метод аудиокатарсис, впоследствии превратившийся в метод аппаратной психотерапии. Этот метод исходно создавался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей за счет уменьшения в них электрического сопротивления. Все, что для этого нужно, это надеть наушники и продолжать заниматься своими нелюбимыми делами. Все остальное аппаратная психотерапия аудиокатарсис сделает сама. Через короткий промежуток времени вы заметите, что то, что вы делали через силу, через дискомфорт, за счет своих волевых качеств, стало вам безразлично. Вы стали это делать с меньшими энергозатратами. Вы стали это делать гораздо быстрее. Еще немного продолжив курс, вы вдруг отметите, что теперь эти действия стали приносить вам все больше и больше удовольствия. Пока в один момент вы не начнете испытывать счастье, делая эти действия, или представив, что вам нужно будет это скоро сделать, этим скоро заняться. Это значит, что с этого момента в этом участке вашей нервной системы боль, как источник альтернативной энергии, больше не используется вообще. Вы скажете, что это слишком красиво звучит, чтобы быть правдой. Именно поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вы получаете бесплатно. Только самостоятельно проверив сказанное мной, вы решите, продолжать ли курс аппаратной психотерапии дальше или нет. Проводите сеансы аппаратной психотерапии, изменяйте свою жизнь к лучшему. Добивайтесь своих целей без необходимости использовать дисциплину. Не причиняйте себе боль и страдания. Будьте здоровы и счастливы. Будьте успешны.